Всем привет, меня зовут Юля. А это не самое главное. Самое главное это то, что теперь я знаю, что я желтый воин. И это знание дало мне гораздо больше, чем все знания о моей жизни за 33 года. Я специально подождала около 5 дней с момента окончания своей работы с Хунаботом, потому что эмоции переполняли настолько, что я боялась, что просто я не совладаю с ними, и вместо видеоотзыва будет вот просто экспрессия, и радость переполняет. Это мой первый в жизни видеоотзыв. Я никогда ничего подобного не делала, потому что никогда не видела смысла. Я проходила очень много всяких разных тренингов, личностного роста, марафоны желаний, Елены Блиновский, прочие бесполезные для меня вещи, которые мне в очередной раз напоминали, что есть какие-то правила, которые работают в новолуние, полнолуние, карты желаний я тоже делала, писала списки и прочее. Но ни один марафон я не дошла до конца, а то, что пыталась дойти, можно сказать, я тащила сама себя за гриву. Не было стремления, не было желания вообще продолжать этот путь, потому что что-то я чувствовала, что было не мое. И я всегда знала, что если это работает у других, значит, это будет работать и у меня. Но на практике выходило совсем по-другому, я забросила все эти бесполезные попытки, пока не наступил момент, когда я увидела в Инстаграм или в Ютубе впервые рекламу от Павла Оболонского. Сначала я перешла по ссылке, подумала после просмотра отзывов, что это какая-то секта, какие-то очень странные люди, которые говорили какие-то странные слова, абсолютно непонятные мне вещи, то есть у них было много энергии, много эмоций, они рассказывали про то, как их жизнь трансформировалась за 13 дней. И я, человек, который проходил очень много образовательных курсов, не то, что не могла себе в голове этого представить, мой мозг отказывался думать, что эти люди говорят правду. Но во мне живет авантюрист. Я все-таки, я не скептик, но я такой человек, которому нужно проверить то, что говорят, на себе. После этого я уже могу верить или не верить, рекомендовать или не рекомендовать. И то, что я скажу вам про Хунабот и про оракул судьбы, который я сейчас изучаю, это самое лучшее, что случилось в моей жизни за 33 года. Ну, после рождения, естественно. Поэтому спасибо маме, спасибо Павлу Оболенскому за то, что, оказывается, у нас есть мозг, и мы умеем им пользоваться, если будем знать как. И вот как раз Хунабот и другие продукты проекта «Кто ты» дают очень простой, но очень понятный для каждого момент для того, чтобы услышать свою душу. Я всегда знала, что у человека есть душа. Я представляла какое-то аморфное что-то состояние или сердце, или я говорила: я желаю тебя от всего сердца, или я рада за тебя от всей души. Я, безусловно, всю жизнь говорю эти фразы, потому что я считаю себя достаточно радостным человеком. Я могу радоваться за других людей, и я вижу, когда люди радуются за меня. Но теперь, когда я говорю, что я кому-то чего-то желаю от души, теперь я знаю, где она находится. И самое ценное, что вы тоже узнаете не только ее местонахождение, но вы начнете ее слышать, вы начнете с ней разговаривать. Оказывается, она умеет разговаривать, надо только подстроиться. Не хочу делать видеоотзыв очень долгим, хотя, мне кажется, меня просто невозможно будет остановить, если у меня будет такая возможность. Но я смотрела видеоотзывы о курсах Павла, и я тогда не представляла даже себя на месте этих людей, которые через 13 дней захотят поделиться с миром своим новым видением и своим знанием. И меня бомбило 5 дней. Сейчас мое лицо называется умиротворенное и спокойное. То есть сейчас я не то что пытаюсь сдержать радость, она рвет просто, она бомбит просто. Не хочу затягивать, потому что желаю вам искренне каждому испытать то же самое. И, как сказал Павел, не верьте, проверьте. Не надо мне верить. Вы, возможно, те люди, которые сейчас смотрят это видео, возможно, мы с вами не знакомы вообще. Возможно, мы с вами когда-то увидимся. Не верьте мне, не верьте никому, проверьте. И просто будьте уверены, что это работает на 1000000%. Это не Елена Блиновская, это не все замечательные, прекрасные книги от мастеров самопознания и прочего. Это очень понятный ключ. Вам в самой первой ступени, если вы выберете тот продукт, один из продуктов, который использую я, именно Хунабот, у вас просто будет каждый день несколько сообщений с описанием того, как вы
будете сегодня себя чувствовать. Захочется ли вам сегодня заниматься спортом? Захочется ли вам сегодня общаться с людьми? Если захочется, то с целью какой? Вы все будете знать. Это как гороскоп в хорошем, в самом лучшем смысле этого слова, в котором за 5 минут времени вам даются просто ключи от тех дверей, которые вы можете открыть. Уже сегодня, уже сейчас или завтра. Ну, в зависимости от того, когда вы примете это решение. А вы в любом случае примете верное решение, потому что если вы смотрите это видео, то знаете, что пути назад у вас уже нет. Если вы позволите себе открыть хотя бы первую дверь, то дальше будете разговаривать уже с этим миром не вы. Проверьте. Если у вас хватит смелости, как хватило у меня, и я бесконечно благодарна себе, я признаюсь себе в любви каждый день и говорю: Господи, спасибо тебе за мозг, за решимость, за ум, за то, что в самый неподходящий момент в жизни я приняла это решение, и то, что я получила, это перевернуло все мое представление о том, что такое планета Земля, люди и кто такая вообще я. И, друзья, вы можете больше, чем вы думаете о себе. Это ошибка многих людей, и моя в том числе, и, возможно, ваша. Вы можете. И дело не в том, что вы чего-то не знаете. Вы узнаете. Вы узнаете так много, это будет в таком простом формате, что вы будете ждать следующий день для того, чтобы просто первые дни насладиться и понять, а как это вообще работает. Это удивительно, но это работает. И если вы до сих пор еще не знаете, что такое Цолькин, что такое майянские календари, то я от всей души вам желаю это узнать. Это очень просто, потому что каждый день просто вы будете знать, какая энергия преобладает везде. А вы, как часть этого всего большого, можете просто настраивать себя на эту энергию. Это очень круто, и от этого просто у вас потом будут не мурашки, как у меня, а мурашищи такие на руках, на ногах, вообще в сердце. Друзья, эти эмоции я скрывала 5 дней. Бомбить будет еще, наверное, всю жизнь, потому что сейчас я занимаюсь изучением оракула судьбы, и те знания, которые мне открываются с каждым днем, оказывается, они мне дают понять, что я обожаю учиться. Я всю жизнь думала, что я не люблю учиться, я всю жизнь думала, что мне не получается. Но когда ты находишь какие-то вещи, которые тебя наполняют, и твой мозг радуется, твоя душа радуется, и ты чувствуешь себя целостным, и у тебя есть план, у тебя есть вера, у тебя есть 100% вера в себя. Больше. Я не знаю, как описать это состояние. Тебе не важно, что думают другие. Тебе не важно, что ты напишешь или что ты скажешь, а потому что у тебя все идет просто от души. А душа, она чистая. Душа, она непорочная. Ты не думаешь, что говорить, ты не думаешь, что писать, что кому подсказать, то есть как сделать, как воплотить свою цель в жизнь. Ты знаешь, у тебя складывается все как единый пазл. Сейчас как раз та самая неделя, когда у меня все складывается. Я знаю, как это будет, и это будет круто. Что я еще могу вам сказать, что ваш мир точно не будет прежним, если вы окунетесь в эти 13-20 дней. Моя рекомендация начинать или не начинать с Хунам-бота или нет, это самый базовый вариант. Это тот вариант, который при минимальных ваших усилиях приведет вас к цели. За 13 дней. При условии, что утром вы будете читать сообщения от бота. Мой личный совет — перечитывать тут же повторно. Желательно еще, конечно же, следить за 4 отрезками времени. Это все понятно, это все понимает даже 6-летний ребенок. И далее до 7 часов вечера делать практические задания, писать или от руки, отвечать на вопросы или в каком-то формате, удобном для вас. Отвечать себе честно на вопросы, которые будут в конце каждого из 13 дней. Эти ответы никто не проверяет в Хунам-боте, это только все на ваше усмотрение, это только ваш разговор с самим собой, с самой собой. Моя любимая птица полетела. Я сижу в Таиланде, в провинции Чонбури. Так вот, друзья, при минимальном количестве затраченных сил, энергии на прочтение
И на обязательно честные ответы в конце дня, если вы все сделали не из башки, а изнутри, то к 13-му дню вы себя просто не узнаете. Я от всей души желаю вам, если у вас какие-то есть сомнения, сомневайтесь, но приходите в проект «Кто ты?». Если у вас возникнет желание поучаствовать в других проектах Павла или посмотреть на сайте ktoty.info, хотя вы, наверное, сейчас на нем, всю остальную информацию, у Павла есть бесплатный видеообзор вашей печати, вашего тона по дате вашего рождения. Вы не пожалеете. И если когда-то мой отзыв, мои вот эти счастливые глаза, и вот эта вот перекошенная просто от счастья улыбка, потому что хочется улыбаться просто до ушей, а рот не позволяет, я буду безумно рада, очень рада, если вы посмотрите мой отзыв. И если вдруг когда-то мы с вами увидимся, если мы с вами еще не знакомы, или просто кто-то из моих друзей, знакомых сделает то же самое, что сделала я, и у него будет результат при условии честного выполнения всех заданий, всего 13 дней, ну и больше, естественно, тоже можно, потому что эти бесценные знания, они остаются у вас в голове, в сердце и на компьютере или в телефоне. Если вы мне скажете спасибо, Юля, скажете вы мне, этого будет достаточно для того, чтобы ваша радость стала больше раза в 2 или в 3. На этом хочу попрощаться. Павел Хунабот, вся команда «Кто ты?». Я от всей души желаю вам процветания, исполнения всех ваших желаний. Вы волшебники и маги, и вы это знаете. Моя сентиментальность хочет прорвать слезу, но я подожду. Я нажму кнопку «Стоп», а потом закончу. Большое спасибо вам за то, что вы помогаете людям почувствовать себя магами и волшебниками. Всего доброго. До встречи.